Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня приготовим вот такие пышные, чудесные, румяные и очень простые в приготовлении пирожки с повидлом. Для работы с дрожжевым тестом нужно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Молоко я даже немножко подогрела на газу, чтобы лучше работали дрожжи. Тесто быстрее подошло. Поэтому берем 300 мл подогретого молока, добавляем сюда дрожжи. У меня инстант сухие дрожжи 7 грамм. Заменяют они 25 грамм свежих дрожжей прессованных. Хорошенько размешиваем. Добавляем сразу сюда же соль, пол чайной ложки. Добавляем сюда же 100 грамм сахара. Берем одно яйцо и один белок. Один желток со второго яйца оставляем в холодильнике. Мы его будем использовать попозже. Я сразу добавляю все в тесто, потому что уверена, что дрожжи у меня будут работать хорошо, они свежие. Если вы не уверены, то можете сначала молоко размешать с дрожжами и оставить их в теплом месте. Минут на 15 посмотреть, как они работают, чтобы они поднялись. Добавляем немножко муки. У меня общее количество 550 грамм. Сюда же добавляем сливочное масло, у меня 50 грамм, оно растопленное и охлажденное. Сюда же добавляем растительное масло, у меня 20 миллилитров. Добавляем еще ванильный сахар, щепотку. Все хорошенько размешиваем. И добавляем сюда оставшуюся муку. Когда ложкой или лопаткой тяжело вымешивать, то я заканчиваю сюда вымешивать тесто руками. Вот так интенсивно вымешивала тесто 10 минут. Теперь тесто однородное, отстает от руки. Накрываем крышкой теста и убираем его в теплое место. Можно его убрать в духовку, заранее подогретую, но не более 35 градусов. Убираем тесто приблизительно на час. Через час встретимся. Смотрите, тесто хорошо очень поднялось. Оно у меня простояло в теплой, подогретой и немножко остывшей духовке. Где-то приблизительно 35-40 градусов. Сейчас будем лепить пирожки. Присыпаем немножко поверхность еще мукой. Понадобится нам еще дополнительно где-то 40 грамм муки. И будем вымешивать наше тесто. Формируем такую колбаску и разделяем тесто на маленькие кусочки. Вот такие небольшие кружочки. Посыпаем периодически руки мукой, чтобы было легче работать с таким тестом. Дрожжевое тесто, оно всегда немножко липнет. Накрываем пленкой наше тесто и наши заготовки для пирожков. И оставляем минут так на 10, чтобы тесто немножко подошло. Берем один кусочек теста, раскатываем немножко. Накладываем повидло. Повидло берете как можно гуще, у меня яблочное. Закрываем края. Хорошенько проходимся по краям. Мукой можно помогать. Переворачиваем пирожок вниз и укладываем на противень. Смотрите, я укладываю плотненько. Можно ложить отдельно каждый пирожок
Ну, я люблю, чтобы они так были все вместе. Тогда они красиво выглядят в готовом виде и очень мало занимают места. Оставляем пирожки еще немножко постоять на 10 минут. Подготовим пока глазурь для пирожков. Используем оставшийся желток. Добавляем еще 20 грамм сливочного масла растопленного, 2 столовые ложки молока. Хорошенечко все перемешаем. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Смазываем каждый пирожок нашей глазурью. Ставим разогретую духовку на 180 градусов приблизительно на 40 минут. Но ориентируйтесь по своей духовке. Смотрите, какая красота. Вот такие румяные пирожки у нас получились. О, какие мягкие. Смотрите, сами разрываются. Как они пахнут. Смотрите, как много повидло. Аж видно, пар еще идет, они горячие. Очень-очень красивые. У меня же терпения нету, так хочется попробовать. Очень-очень вкусно. И очень простые приготовления. Обязательно приготовьте. А еще с молоком. Очень рекомендую. Правда. А всем мира и добра. Пока-пока.